Вспомните себя 10 лет назад. Что вы делали конкретно вот в этот день, 20 число 2012 года? Возможно, вы сидели в университете или в школе, грызли гранит науки, или вообще вы не помните этот день, потому что были слишком юными. Но что если я скажу вам, что в этот день ровно 10 лет назад вышла одна из лучших частей в серии PES? PES 2013. Трудно в это поверить, но уже 10 лет прошло с того момента, как игра вышла в свет, и мы увидели множество интересного контента по данной части, начиная от банально роликов на ютубе и заканчивая модификациями для этой самой части, которая продолжает поддерживать ее жизнь до сих пор. В рамках сегодняшнего ролика предлагаю предаться воспоминаниям, в лишний раз вспомнить об этой великой игре, ну и в целом поностальгировать, особенно в честь такого дня. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте делиться своим мнением в комментариях, делитесь своими впечатлениями от данной части. Не стесняйтесь в комментариях писать целое полотна текста, потому что мне будет интересно послушать про ваши воспоминания, про ваше знакомство с этой частью. Ну а мы постепенно начинаем. Но перед тем, как мы начнем, если вам приелись стандартные футбольные симуляторы, то крайне рекомендую обратить внимание на игру Football Team. Football Team — это браузерный менеджер, в котором вы выступаете не только в качестве игрока, но и также тренера своей собственной команды. Все очень просто. Создаете своего игрока, прокачиваете его и становитесь одним из лучших. И когда казалось бы, что вы добились уже всего, тут-то для вас открывается роль менеджера. Создавайте свой собственный клуб и взаимодействуйте с другими игроками. Если вы начнете играть по моей ссылке, то вы получите стартовый бонус в размере 600 единиц энергии и 500 тысяч евро на свой игровой счет. Регистрация в пару кликов лишь поможет вам быстрее начать игру. Football Team. Ссылка в описании. Как и принято в роликах подобного плана, давайте немножко обратимся к истории игры, и в частности я зачитаю вам некоторую сводку из Википедии. Поэтому этот ролик будет этакой смесью подобных статей и моего личного мнения, моих личных впечатлений. Игра была впервые анонсирована 30 марта 2012 года, а уже в середине лета, а в частности 25 июля, для игроков стала доступна демо-версия игры. К сожалению, я этот момент не застал, но если обратиться к интернет-сводкам и к тогдашним модификациям, уже тогда для демо-версии выходили различные анлокеры, которые позволяли играть матчи подольше, добавляли некоторые новые команды. И в общем тогда патчмейкеры и просто фанаты игры всячески развлекались даже с демо-версией игры. Официальный же релиз состоялся в Европе 20 сентября 2012 года. В Великобритании же релиз состоялся на сутки позже, а в частности 21 числа, в Америке 25 сентября, и лишь в 2013 году, 19 марта, игра стала доступна в российском Steam. Но стоит учитывать, что на физических носителях игра, скорее всего, стала доступна раньше. В целом же 13-ю часть можно назвать лебединой песней тогдашнего состава Konami, которые разрабатывали данную часть. Потому что, несмотря на последующую 14-ю часть, которая также вышла на PlayStation 3 и Xbox 360, именно 13-я часть стала последней и заключительной для данных консолей. Повторюсь, несмотря на то, что 14-я часть также на них вышла, она уже больше ориентировалась на Next Gen. Она постепенно на него метила, и в целом все это сопровождалось обновлением игрового движка. 13-я же часть, она разрабатывалась еще на старом движке, который использовался в самой первой тогдашней части, а именно в PES 2008, когда игра только-только перекатывалась на рельсы PlayStation 3 и Xbox 360. И именно до 13-й части разработчики пытались найти баланс между режимами, между игровым процессом, и именно в 13-й PES они смогли найти эту самую пресловутую золотую середину. В отличие от 11 и 12 части, геймплей более сбалансирован, в отличие от 9 и 10 части, режимы намного обширнее и интересны. И думаю, вы все согласитесь с этой самой лебединой песни, ведь если вы в курсе об истории серии PES, вы все помните, что уже в 14 части все то, что сделали разработчики, к чему они пришли, было беспощадно порезано. Да, режимы остались в отличие от eFootball, но они были крайне сильно порезаны. И присутствие таких режимов ничуть не лучше, чем их отсутствие на полной основе. Буду с вами откровенен, но именно момент релиза данной части я не застал, потому что особо за игрой не следил и по сути интернетом пользовался лишь, ну скажем так, в развлекательных целях, вовсе не следя за новостями по играм и уж тем более футбольным симуляторам. Поэтому релиз что FIFA, что PES для меня был каким-то отдельным событием, которое происходило как-то не впопад и без какого-либо постоянства. Поэтому, когда выходила очередная часть FIFA или же PES, я просто удивлялся, спрашивал самого себя: ух ты, вышла новая часть. И то же самое произошло и с 13-й частью. Уже наученный опытом 12-й части, о чем я рассказывал вот в этом ролике, подсказка выглянула в правом верхнем углу, после того, как я узнал об этой части, я начал искать и патчи для нее. И естественно, самым первым патчем был MyPES, который добавлял всю графику для игры и в том числе добавлял наш
нашу российскую премьер-лигу. На тот момент подобный контент уже взрывал мозг, несмотря на то, что в нем отсутствовали 3D-модельки стадионов и фейсов было не так уж и много, особенно если сравнить с патчами для последних частей PES. Однако этого вполне хватало, чтобы завлечь меня, да и других игроков тоже, пока где-то параллельно разрабатывалась новая часть RSP патча. Вообще весь сезон 12-13, что пока 13-я часть была актуальна, я играл именно что с патчем MyPES 2013. Уже только под конец данного сезона, перед релизом 14-й PES, я узнал о патче Russian Super Patch, в котором контента было намного больше и который весил соответственно тоже больше. И когда я его скачал, 13-я часть заиграла просто новыми красками. Именно благодаря данному патчу и в целом 13-й части PES я смог пережить сезон, когда выходила 14-я часть, потому что на момент релиза играть в нее было невозможно. И по сути я лично пропустил 14-ю часть, хотя о ее релизе я уже был наслышан. В целом же, если посмотреть на хронологию выхода последующих частей PES, все они сопровождались игрой в 13-ю часть. То есть во времена 14-й я играл в 13-ю часть, во времена выхода 15-й части я играл в 15-ю PES, но периодически играл и в 13-ю. Во времена выхода 16-й я также вовсю играл и в 13-ю часть, и только после релиза 17-й части я стал играть в 13-ю часть чуть-чуть поменьше. И то только потому, что патчи стали реже выходить, в частности патч с нашей российской премьер-лигой. И уже с момента выхода 18-й части, когда у меня появилась консоль, я и вовсе забыл про 13-ю часть. Однако ненадолго, после этого я начал к ней возвращаться в рамках предыдущих сезонов. Я уже перестал искать патчи с актуальным сезоном, несмотря на то, что подобные выходили, и постоянно возвращался к 13-й PES, скачивая либо RSP патч, либо MyPES патч, который я все еще люблю и с которым я все еще играю время от времени. И по сути, все это говорит о том, что игра все еще остается актуальной, несмотря на столь большой промежуток времени, который прошел с момента ее релиза. То есть прошло 10 лет, а игра все так же актуальна. Да, по некоторым частям геймдева она уступает нынешним футбольным симуляторам, хотя по большей части их все еще превосходит. Не по игровому процессу, так по режимам уж точно. То есть последним частям PES и уж тем более eFootball стоило поучиться бы у Konami тех времен по части создания режимов. Да и если обратиться к FIFA с ее карьерой, в принципе большинство фишек, которые там присутствуют, так или иначе, но все-таки ранее присутствовали в PES. Может быть не в том самом виде, но по крайней мере что-то отдаленное, но все-таки напоминали. И кто знает, во что бы это могло вылиться, если бы Konami все это продолжали в 14 части, а не банально порезали. По сути, 13 часть стала игрой поколения, то есть каждому поколению своя любимая часть серии. Для кого-то самая великая часть это 6-я, для кого-то это 13-я. И по сути, и те, и другие будут отчасти правы. Те, кто застали релиз 6-й части, для них именно она самая великая. Для тех же, кто застал релиз именно 13-й части, для них она уже великая. То есть 6-ю часть я лично не застал и поиграл в нее уже в осознанном возрасте, уже после множества различных футбольных симуляторов, в то время как 13-я часть стала чуть ли не одной из первых. По крайней мере, во время знакомства с серией PES уж точно. И на самом деле, оглядываясь назад, мне страшно за нынешнее поколение игроков в футбольные симуляторы и за будущее поколение, потому что будет у них, какие воспоминания останутся у них после прошедшей десятилетки. Мы все будем помнить 13-ю часть за отличнейший геймплей на тот момент, за потрясающие режимы, которые все еще актуальны и по сей день. О чем же будут вспоминать игроки в eFootball? О красивых карточках? О множестве переносов этой игры? Я думаю, им и вспоминать будет не о чем, кроме как о скандалах, если, конечно же, в будущем не выйдут режимы, которые все это затмят. Это вполне возможно, но в то же время верится с трудом. А поэтому вопрос все еще остается без ответа. Конечно, кому-то будут вспоминаться красивые карточки, и то, как они вышли в первый дивизион, но будем честны, это далеко не те воспоминания и далеко не те самые приятные и теплые чувства, которые испытывают нынешние игроки по отношению к тем старым частям PES или же FIFA. Время тогдашних футбольных симуляторов уже прошло, сейчас в целом изменился геймдев, а поэтому страдать уже по ушедшим временам на самом деле бессмысленно. Нужно лишь вспоминать с теплотой то, что было ранее, ведь то, что было ранее, у нас никто не забирает. А поэтому, пока будет функционировать этот канал, пока он продолжит жить, на нем продолжат выходить обзоры патчей для 13 части игры. Ведь несмотря ни на что, я все еще буду любить эту часть, я буду в нее переигрывать время от времени, несмотря на то, что возможно будут появляться какие-нибудь другие футбольные симуляторы, которые будут лучше, которые будут интереснее. Тем не менее, эта часть навсегда в моем сердце. И надеюсь, что в будущем для каких-нибудь разработчиков она послужит хорошим примером, как нужно создавать футбольные симуляторы и на что стоит обращать внимание. С днем рождения, Pro Evolution Soccer 2013!